Всем привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Круизная коллекция итальянского дома Max Mara Resort 2027 увлекла поклонников бренда в модное путешествие. Креативный директор Ян Гриффитс предложил покинуть Милан и отправиться в Шанхай. Огромный город, который живет на такой скорости, будто кнопки паузы в нем просто не предусмотрено. На эту тему есть отличная фраза американской писательницы и юмористки Патрисии Маркс. Нью-Йорк, возможно, никогда не спит, но Шанхай даже не присядет, и не только потому, что там нет места. Здесь люди постоянно куда-то спешат, машины куда-то едут, небоскребы смотрят на все это сверху, в общем, обычная картинка городских будней. Но именно она стала практически идеальным фоном для показа модного межсезонного гардероба. Ведь, как утверждает ведущий дизайнер бренда Max Mara, это и есть городская жизнь, где главная героиня – женщина, которая активно работает, встречается с друзьями, отдыхает, часто торопится и каким-то чудом успевает выглядеть безупречно. Для нее Шанхай с его бешеным темпом, масштабами и динамикой точно подходит. Круизный показ совпал с важным для модного дома событием. У Max Mara юбилей – 75 лет. Отметить столь значимую дату решено было в музее, где по этому случаю состоялось открытие выставки под названием «The Max». Ее куратором выступил известный французский эксперт в области моды Оливье Сайяр. Посетители отправили путешествовать по истории бренда через архивные материалы, ткани, фотографии, эскизы, мебель и знаковые вещи. Получилось почти как ночь в музее. У входа гостей шоу встречал огромных размеров медведь. Не охранник, не строгая дама с бейджиком, а большая детская игрушка. Конечно, как вы наверняка догадались, друзья, это был не просто милый декор. Плюшевый мишка – прямая отсылка к знаменитому пальто Тедди, давно ставшему одним из главных символов бренда, среди которых, разумеется, и культовое шерстяное пальто цвета Camel. Порой кажется, эта одежда спокойно переживет любую модную революцию, смену дизайнеров и, возможно, даже конец света. Однако давайте вернемся к новой коллекции. Гриффитс назвал ее «кинетический шик». Звучит как тема научной конференции, но на самом деле все гораздо проще. По задумке дизайнера речь идет о женщине, которая постоянно в движении, которая не привыкла стоять на месте, живя в большом городе. А еще это Баухаус – важный источник вдохновения Max Mara. Стиль, что объединяет практичность, строгую геометрию, отказ от лишнего декора. Когда Марамотти основал компанию в 1951-м, он мечтал создать что-то вроде Баухауса моды. Идея здесь довольно понятная. Вещи должны быть хорошо сделаны, хорошо спроектированы и при этом оставаться удобными для повседневной жизни. В нынешней линейке Resort 2027 все это есть. В модных образах Ян Гриффитс сумел показать, насколько выразительными могут быть самые простые линии и геометрические формы. Причем не только в контурах силуэта, а и в графических принтах, что сходны с работами художницы по текстилю Ани Альберс. Здесь нет искусства ради искусства, а правильная геометрия отвечает за реальную красоту. Также в гардеробе Max Mara заметно влияние восточной культуры. Что неудивительно, ведь не случайно шоу состоялось в Китае. Хотя в коллекции нет никакого буквального копирования традиционного китайского костюма. И это радует. Не хотелось бы в качестве стильной капсулы получить знакомый набор: китайский халат, веер, немного драконов. С подобным когда-то мы столкнулись в одной из круизных коллекций Dior. Но Гриффитс, к счастью, выбрал не столь очевидный путь и работал гораздо аккуратнее. Отправной точкой стало платье Ципао, также известное как Чонсам, с воротником-стойкой, застежкой на узелковых пуговицах спереди и характерными разрезами по бокам. Все эти элементы дизайнер ловко вписал в современные наряды бренда: жакеты, белые рубашки, узкие юбки, черные мини, туники и топы, пальто. Последнее, к слову, как всегда, в фаворитах. Представить Max Mara без пальто примерно так же трудно, как представить Шанхай без набережной Вайтань, ставшей историческим сердцем города. Сегодня в коллекцию вошли фирменные фасоны с немного увеличенными пропорциями. Объемные, мягкие, в них так и хочется укрыться от плохой погоды, спрятаться от нежелательных взглядов и пустых разговоров. Отмечу пальто Тедди. Теперь оно с большим выразительным воротником-шалью. Есть длинное синее и шерстяное в приглушенном землистом цвете хаки, которые надели поверх двубортного брючного костюма. Для вечернего блока и не только дизайнер приготовил щедрую порцию гламурных пайеток.
Блестящим ковром они сплошную усеяли наряды, сверкая в лучах света при каждом шаге моделей. Некоторые вещи Гривиц даже сравнивал с золотыми рыбками. Из модных аксессуаров наиболее ярко выделяются кожаные и меховые длинные перчатки, огромных размеров шарфы, а еще эффектно завязанные на талии пояса, ставшие довольно важной частью образа. Они подчеркивают силуэт, аккуратно собирают объемную одежду в скульптурные луки. Немного о цветовой палитре. Если, мои дорогие зрители, вы привыкли воспринимать Макс Мара как бесконечное бежевое царство, приготовьтесь к небольшому сюрпризу. Хотя этот цвет никуда не исчез и буквально прописан в ДНК бренда, но теперь рядом с ним синий электрик, красный, золотой, розовый, желтый. Благодаря данным оттенкам дизайнеру удалось показать иную сторону главной героини. Не только строгую элегантность, но и желание быть ярче, смелее, заметнее, не растворяться в городском пейзаже. Иногда, согласитесь, друзья, это очень полезное качество. Еще один интересный момент. Несмотря на то, что марка представляет только женскую линейку одежды, на показе в Шанхае на подиуме были также модели-мужчины. Они вышли в пальто Макс Мара, мягких костюмах и трикотаже. Однако, как уверяет руководство компании, отдельную мужскую коллекцию бренд создавать пока не собирается. Гривиц по данному событию лишь отметил: вообще-то пальто очень хорошие, а граница между мужским и женским гардеробом становится все менее значимой. Так что же в итоге, друзья? 75 лет для бренда – возраст немалый, но Макс Мара остается все той же Макс Мара, где неизменную классику всегда умеют подать современно, свежо, стильно и просто красиво. Приятного просмотра, дорогие мои подписчики и гости канала. Огромнейшее спасибо за ваши лайки и комментарии. Всем позитива, добра и обязательно только яркого, солнечного настроения!